Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и сегодня мы говорим про Cannaboys. У нас было довольно много всяких событий за последнее время, произошел листинг токена CNB. Ребята вообще переделали игру, они переехали на новый сайт, переехали на новую платформу. Как сейчас выглядит новая игра, что там, почем, какие у нас правила, какие семечки, как выращивать, как сажать, обо всем об этом расскажу. Ну а в конце, ребята, обсудим вопросы, которые могли у вас возникать и накопились за все это время. Так что смотрите до конца. Перед собой вы сейчас видите обновленный сайт, у него адрес уже изменился, это cannaboys.global. Если вы нажмете на значок планеты, то вы попадете на все полезные ссылки, пользуйтесь ими. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там будет вся полезная информация по Cannaboys. Можно задать вопросы мне, разработчики на связи, они продолжают работать, и это, в общем-то, хорошо. Так что любой вопрос вы можете забрать в моем телеграм-канале. Перед собой сейчас, ребята, вы видите вот прошлую версию, это тестовая версия игры. Мне, собственно говоря, нравится и такой вот вариант дизайна, который был у Cannaboys в тестовой версии. Это, напомню, что тестовая версия, по-моему, еще до сих пор работает, можно ее потыкать, но в этом нет никакой необходимости. Старая версия игры была предназначена для игры именно в браузере, именно с ПК, то новая версия у нас имеет сугубо мобильное направление. Вот так вот примерно она выглядит. Сейчас я вам, ребятки, все про нее расскажу. Если вы нажмете на кнопочку «Играть сейчас», то вы попадете, ребята, вот на вот эту страницу, и вам может показаться, что игра не работает. Ну, как я сказал, она все-таки предназначена для игры с мобильного телефона, но я вам буду показывать сегодня с компьютера, потому что мне просто удобнее так записывать. Нажимаем в хроме правой клавишей «Просмотреть код», и вуаля, в общем-то, мы уже видим. И мы видим игру. Смотрите, то есть вы можете подстраивать дизайн, ведь он адаптивный под мобильные телефоны, но если вы до определенной ширины дотягиваете, то видите, уже картинка исчезает. То вот это вот максимальная ширина экрана, которую можно установить, чтобы все в игре работало. Так что, кому нужно играть с компьютера, особых проблем в этом нет. Но есть, ребята, еще даже более простой, может для кого-то более удобный способ. Можно просто уменьшить окно браузера. Вот давайте уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. И вот вуаля. Вот в таком вот варианте игра тоже уже запускается. То есть нажимаем Farm, и все у нас прогрузилось, ребята. Может, кому-то так будет удобней. Мне просто удобнее, чтобы браузер был открыт на все окно, и та панелька меня не смущает. Так выглядит наша современная игра. Кстати, мне вот это окошечко напоминает игру Sandbox. Там, помню, был такой уровень, где нужно было дофига скакать по разным вот этим вот городам, перемычкам и все остальное. Такой стрёмный, короче, зубодробящий уровень был первый раз во втором сезоне. Когда вы перейдете по ссылке в описании, кстати, реферальная ссылка находится здесь. Опять же, на данный момент механизм банд не запущен, об этом я поговорю чуть позже. Пользуйтесь реферальной ссылкой, это позволит нам в дальнейшем объединиться в банду, потому что старая банда уже как бы не действует. Мы переехали на новый смарт-контракт, на новую платформу, потому, ребята, ну, надо собирать банду заново, к сожалению. Так что пользуйтесь ссылкой, которая есть в описании. Вы перед собой видите то окно, на которое вы попадете сразу, когда нажмете «Играть». Но здесь сразу коннектите ваш MetaMask. Используйте именно тот кошелек, который регистрировали в первой версии игры. У нас здесь есть только вторая вкладка, это Wallet, где мы видим количество токенов CNB, которые есть у нас на балансе, на кошельке вот это вверху, а внизу это игровой баланс. То есть я еще не нажимал кнопку Claim, потому они мне все денежки эти находятся внутри игры. Как видите, раздел магазина, ганга и челленджи пока что нет. Опять же, когда ожидается, я расскажу в конце видео. Нажимаем кнопку Farm. Это наше основное место игры. И мы видим, что у меня есть 2 зернышка, есть 1 горшок, есть 2 лампы, 2 климат-контроля и 2 удобрения. Зернышки мы садим в горшок, а вот лампа, климат-контроль и фертилайзер — это ускорители, бустеры так называемые. Они ускоряют рост и увеличивают наш урожай. Как работают эти вещи, я вам чуть позже расскажу. Если в старой версии игры вы ничего не покупали, вам сюда не перенесли ваш инвентарь, то у вас здесь будет по нулям. То есть вы нажимаете, допустим, на плюсик. Первое, что нужно это купить, это зернышко. Оно стоит 15 миллионов токенов CNB. Это в районе 100 баксов. 15 миллионов токенов CNB, это, ребята, уже $136, потому что курс CNB растет. И если мы посмотрим на график CNB, то мы увидим, что он довольно долгое время, но с момента листинга, находился вот в таком вот наклонном боковике. И вот сейчас, смотрите, как четко он, в общем-то, пробил сопротивление наше. Его уже оттестировал. Если мы сейчас не пойдем вниз, а похоже на то, что мы закрепляемся, это все-таки 4-часовой график. Если вот эта вот 4-часовая свеча так закроется хорошо, то у нас реально, ребята, все шансы идти наверх, наверх и наверх. И даже те, кто на листинге монеты купил
по высокой цене оказался в убытке, в том числе и я, то есть я часть монет зафиксировал сразу, часть монет у меня осталась в убытке. Об этом я вам писал в Телеграме, что не продавайте, ребята, монеты, если у вас большой убыток. То есть, если вы купили на самом хае, так уж случилось, то не продавайте монеты. Вы их могли продать 20 числа вот по довольно вкусной цене и перекрыть все свои убытки. Да даже сейчас, я думаю, у вас ситуация не будет уже убыточная. Так что сохранить токены CNB это была хорошая идея. Но сейчас мы еще посмотрим, как на этом можно еще заработать дальше в игре. Итак, возвращаемся в нашу ферму. В общем-то, нажимая на плюсик, да, вы можете покупать. Зернышко стоит 15 миллионов, горшочек стоит 150 тысяч токенов CNB. Из-за того, что люди играют в игру, растет спрос на токен, и он сейчас растет. А Cannaboys, ребятки, уже пропиарил такой блогер, как Kyivstoner. Это, в общем-то, крупный блогер. Что нам говорит о нем Википедия? Украинский видеоблогер, киноактер, рэпер, бывший участник проекта «Грибы». Насколько я знаю, сейчас он, по-моему, тусуется в США. Видите, у него в лейблах есть Газгольдер. Ну и, естественно, человек этот не мелкий по своему сообществу, 1,7 миллионов подписчиков. То есть это тоже дает буст сообществу Cannaboys. Ну и Kyivstoner, да, можно перевести как киевский торчок. Он там записывал видос, по-моему, вот этот или другой видос я видел, где он был как раз на какой-то там фабрике, ферме по выращиванию конопли. В общем, четко в яблочко. Ну а мы возвращаемся, ребята, к нашей игре. После того, как мы приобрели то, что мы хотели, определились, будем ли мы покупать там лампу, климат-контроль, фертилайзер, удобрение, оно же, мы нажимаем вот сюда на этот квадратик Open Farm, у нас открывается фарма. У нас здесь будут, да, пустые места, будет такая вот стрелочка, по-моему, желтенькая гореть, на которую мы нажимаем. При условии, что у нас есть горшок. Если у нас горшка нет, оно предложит нам... Если я сейчас нажму на вот эту стрелочку, оно мне предложит то, что я могу докупить именно к этому горшку. То есть я могу купить удобрение и могу купить климат-контроль. Потому что на этом горшке у меня нет. Видите, на вот этом у меня уже все есть. Видите, удобненько так сделано, отображается. Улучшайзеры, которые у меня есть. Ну, то есть лампы мы видим, они стоят, их видно так. А вот климат-контроль и удобрения у нас отображаются вот так. То есть мы можем в любое время это все дело докупать. Лампы можем в любое время снимать. Если удобрение у нас одноразовое, то лампы у нас многоразовые. Теперь давайте поговорим про зернышки, какие они бывают видов, сколько они приносят, и про улучшайзеры, бустеры, вот эти вот все лампы и так далее. Давайте подетальнее о них поговорим. Есть white paper у ребят, ссылку оставлю на него в описании, там это все дело прописано. И в разделе «Покупка зерн» мы видим вот такую вот картинку. Давайте откроем ее на весь экран. Самая распространенная семечко — это Blueberry. То есть это самая простая семечка, она растет 6 дней, но это без учета там улучшайзеров, это стартовый ее рост. Вы эту семечку получите с вероятностью 50%, и она приносит в день вот 280-320 тысяч. Ну это, я так понимаю, в зависимости от применения улучшайзеров. Нужно 6 дней подождать, чтобы она выросла, и в течение 70 дней, то есть не 76, то есть от этой цифры продолжительности жизни нужно отнять те дни, которые она росла. То есть мы отнимаем и получаем, что 70 дней, то есть 2 месяца и 10 дней эта семечка будет расти и будет приносить нам 280 тысяч токенов минимум в день. Забегая наперед, скажу, что любая здесь семечка дает вам прибыль. Даже если вам выпала самая днищенская семечка, вы все равно не останетесь в минусе. Ну, детальнее, наверное, будем вот с таблицами совсем считать, мы уже будем, наверное, в следующем видео. В этом видео я сейчас не буду детально так углубляться, потому что видео выйдет на целый час. Следующая семечка амнезия. Шанс ее получить 24%, потом АК 47%. Как вы видите, чем более редкая семечка, тем дольше она будет расти именно в горшке. И еще тем меньше у нее срок жизни. То есть еще, если с учетом того, что от срока жизни нужно отнять период роста, то самые дорогие семечки приносят, ну, живут намного меньше, то есть в 2 раза меньше, чем самые дешевые, но приносят они, как вы видите, здесь 1 400 000 в день против 280 тысяч. Ну, в 4-5 раз семечко Пабло Эскобар прибыльнее, чем самая дешевенькая семечка. Я, ребята, посадил всего сейчас 4 семечки. У меня первых 3 раза подряд выпала мне семечко Blueberry. Я потом одну ее разобрал. Мне выпало одно зернышко. Напоминаю, что выпасть может до 5 зернышек. Сейчас я вам покажу дальше точную вероятность. И уже из того зернышка, которое я собрал с кустика Blueberry, мне выпало зернышко LSD. Тут, наверное, стоит пояснить механику. Смотрите, когда мы покупаем зернышко, они все одинаковые. Зернышки не бывают разными. Зернышко всего лишь одно. Мы его купили, и во время высадки у нас идет рандомайзер, и нам случайным образом, ну вот с этой вот вероятностью, выпадет та или иная семечка.
А когда кустик у нас уже вырос, вот видите, эти у меня еще растут, а вот этот кустик у меня вырос. Мне каждый день предоставляется возможность либо собрать с него урожай, либо его разобрать на зернышки. Опять же, зернышек я могу получить от 0 до 5. И вы сами решаете, допустим, если кустик у вас выпало 3 кустика блуберри, то, ну, имеет смысл там 1 или 2 разобрать, чтобы попытать удачу и собрать, допустим, с одного кустика может выпасть 5 зернышек. Вам может выпасть и ЛСД, и АК, и даже Пабло Эскобар. То есть тут надо думать. Но учтите, что у вас все-таки есть еще вероятность, что вы получите 0 зернышек. То есть если вы купили один кустик, у вас выпал блуберри, то лучше все-таки купить еще одно зернышко, либо просто уже оставить и собирать урожай там в течение там 70 дней с этого кустика. Ну, чтобы не получилось так, что вы остались без кустика. Будет как-то не прикольно. Если вы покупаете 2-3 зернышка, то здесь уже есть довольно много вариантов развития событий. Ну что, ребята, в общем-то, я добавил новую вкладку Cannaboys, всеми нами любимый файлик, ссылка на который всегда есть в описании. Здесь вы всегда найдете ссылку на вступление в банду и всю полезную информацию по данной игре. Все таблицы я буду делать здесь. Итак, первую для вас я сделал, это сбор семечек. Когда у нас есть кустик, да, мы можем собрать семечку. У нас вот здесь вот рядом с желтой стрелочкой появляется такая же, только красная стрелочка. То есть, когда мы на нее нажимаем, это мы расформируем кустик. Ну, вот такая же стрелочка, только внизу и перевернутая. И побольше. Это разобрать куст. Пока, ребята, я записывал это видео, внесли изменения в игру и изменились проценты по сбору семечек, ну и еще прочие там изменения были. Итак, если я видео просто буду оговариваться, не знаю, может я сказал это до или сказал где-то после, все моменты не отследишь. Но имейте в виду, что проценты теперь такие. Разбор семечек, шанс получить 0 стал 25%, был 10%. Шанс на получение одной семечки как был, так и остался. 55%. Получить 2 семечки было 10%, было 20%, стало 10%. Получить 3 семечки было 10, стало 6. 4-5 не поменялись. То есть проценты подрезали. То есть шанс получить 0 стал довольно большим, шанс получить 2 стал меньше. Такие вот ребята внесли изменения. Так что если я по видео где-то оговорюсь, имейте это в виду. Также еще было внесено ряд изменений. Это уже новость вышла в официальном телеграм-канале в блоге Cannaboys. Изменили еще механику разбора кустов на семечки. Если раньше мы могли выбирать, то есть когда разобрать куст, можно было их разбирать в первый день, через 5 дней, допустим, 10 дней пособирать урожай, потом разобрать, можно было день пособирать, потом разобрать. Сейчас уже такой возможности не будет. После того, как у вас кустик вырос, вы сразу должны принять решение. Вы будете с него собирать урожай на протяжении всего его срока жизни, либо же вы его должны разобрать сразу же. Если вы собрали урожай хотя бы один раз, вы куст разобрать больше не сможете. Вот такая вот механика. То есть, ну, получается, что, вот я уже в видео говорил, плохие кусты нужно будет какую-то часть разбирать сразу, а хорошие кусты давать им расти. Ну вот так вот. Блуберри там на разборку, все, что там выше, пусть растет. Ну, примерно так. Ну, опять же, читайте новости в Телеграме. В общем, по-быстрому набросал сюда картинок, но я переведу это все дело в таблицы, чтобы можно было удобно считать. С семечками, в общем-то, разобрались. Время перейти к бустерам. Итак, как я сказал, горшок — это необходимая вещь, чтобы высадить нам туда зернышко. Никаких бустов сам по себе горшок не дает, стоит он 1 500 000 токенов CNB. Это получается по нынешнему курсу $13. Ну, было 10 по базовому курсу. 13,66, если быть точнее. Удобрение. Это, ребята, must have, вот то, что все обязаны просто покупать, когда высаживают семечку. То есть наши бустеры имеют два способа влияния. Первое — это ускорение роста, а второе действие — это увеличение урожая. То, сколько вы будете собирать каждый день с куста. Итак, удобрение на 30% ускоряет рост кустика. Это значит, что наша ягодка блуберри вырастет не за 6 дней, а за 4 дня. Но и в то же время одновременно на 15% увеличивает сбор урожая. То есть, если наша семечка базово приносит 280 000 токенов CNB, то мы это можем умножить еще на 1,15. То мы получим 322 000. Также вот эта колоночка, да, используется один раз. То есть его можно один раз высыпать в горшок, и оно исчезает. В то же время как лампа и климат-контроль работают постоянно. То есть зернышко собрали, у нас эта штука остается. Это, в общем-то, круто и удобно. Не нужно все покупать. Мы покупаем только горшки и удобрения. Лампы и климат-контроль покупаются один раз на все горшки. Ну, на каждый горшок повторно можно использовать. Не на все одновременно, естественно. На каждый горшок нужно иметь отдельную лампу и отдельный климат-контроль. Дальше, лампа у нас на 20% увеличивает сбор урожая.
То есть, как вы помните, то есть у меня после сбора, у меня кустик вот этот Blueberry, я с него собрал урожай. И возвращаемся в аккаунт, и мне прилетело что-то в районе прям 450, больше 400 тысяч мне прилетело. Поскольку у меня на кустике стоит и удобрение, и лампа, и климат-контроль. То есть и получается, что я не 280 тысяч получил, а у меня был буст, получается 15%, плюс 20 и плюс 25. То есть у меня буст был 60%. То есть вот это все дело мы умножим на 1,6. И я получил, да, вот в районе 450 тысяч. Так что бустеры это вообще крутая штука. Ну и получается, что все-таки вот эта цифра 280-318 это просто разброс. Это не зависит от бустера. Потому что, ну, слишком маленькая здесь разница. Потому что, как вы видели, я собрал 450 тысяч с Blueberry. Лампа дает просто 20% к сбору урожая. Вот те 280 тысяч умножим на 20. Лампа стоит 2 миллиона 800. Зернышко стоит 15 миллионов, напоминаю. В то время как климат-контроль дает 25% к урожаю. Опять же, его можно использовать повторно. И он стоит 6 миллионов. То есть, ну, получается 50-60 долларов. И это, ребята, реально крутая штука. Повторяюсь уже в кой раз, что лампу и климат-контроль можно использовать повторно. А в то время как удобрение, которое на 30% ускоряет рост, оно хоть и одноразовое, но стоит оно копейки. Давайте 420 тысяч. Это, ребята, 4 доллара. 4 доллара всего лишь вы тратите, чтобы получить на 15% больше прибыль и на 30% уменьшить время ожидания, время простоя. Так что бустеры, ребята, это хорошая штука. Итак, ребята, мы видим сейчас у нас 3 кустика. Первый кустик, смотрите, на вот эту кнопочку мы нажимаем, и это у нас LSD. Это моя самая жирная семечка на данный момент, которая выпала. Нажимаем «Полить», выскакивает нам подтверждение MetaMask. 6 центов это все дело стоит. Подтверждаем. И окей, у меня здесь применены и термокамера, и удобрение. Так, теперь у нас есть, ребятки, еще вот 2 кустика, и эти кустики у нас это обычные Blueberry. И сейчас у меня есть несколько вариантов, ребята. Я могу как разобрать этот кустик на ягодки, на зернышки, так и собрать урожай. На данный момент в игре, ребятки, есть возможность иметь всего лишь 3 кустика. Чтобы иметь возможность садить кустика больше, нужно воспользоваться вот кнопочкой Upgrade. И здесь мы видим, сколько 5 кустиков, 10, 25 и 100 кустиков. Стоимость апгрейда вот здесь в тысячах. То есть и мы сейчас видим 1420, это значит нужно дописать еще 3 нуля, то есть 1 400 000 токенов CNB. Их нужно вам иметь на своем аккаунте, чтобы кнопочка у вас сработала. На каком аккаунте? Это вот здесь вот в разделе Wallet. У меня, видите, здесь сейчас 1 000 000 токенов, а нужно 1 400 000. Давайте мы тогда возвращаемся назад. Давайте сегодня я соберу урожай. Нажимаем подтвердить. Сбор тоже, видите, стоит 7 центов. Посмотрим, сколько сейчас мне капнет. Пока транзакция подтверждается, вот эти вот стрелочки вверху, это возможность убрать лампы. Это лампы, которые ускоряют рост. Так, транзакция прошла. Давайте посмотрим мы на Wallet. 1 491 000 у нас уже, ребятки, есть. Давайте возвращаемся в ферму. Когда вы нажимаете на ферму, видите, вот такое окошко, не пугайтесь, просто нажимайте. Это у нас идет отсчет до полива. Как видите, у нас тут осталось 3 часа полить вот эти кустики Blueberry. Ну, LSD-шный кустик я, конечно же, буду оставлять, а кустики Blueberry, они приносят меньше всего, я их буду разбирать. У нас есть 10% вероятность, что мы получим 0. Ну, во всех остальных случаях мы получим от 1 до 5 зернышек. Я один кустик уже разбирал, и мне выпало 1 зернышко. Так что посмотрим, что будет дальше. А теперь давайте пробежимся по вопросам. Итак, в старой версии игры, чтобы начать играть, нам нужно было купить NFT персонажа, которого мы отправляли в стейкинг, который приносил нам денежку. Это происходило на этой странице. Вот в разделе Unlock были наши персонажи, мы их отправляли в стейкинг, и они попадали в страничку Locked. Ну, как я говорил ранее, игра переехала на новый контракт, ну и по словам разработчикам, все эти NFT-шки уже перенесены. Второй вопрос. Пока что в новой версии игры не реализован функционал по поводу персонажей, но он будет добавлен. Инвентарь, который мы могли покупать за деньги, которые наманил нас персонаж, уже практически перенесены тоже, там осталось их небольшое количество, которые доперенесут. В первой половине января планируется запустить в работу маркет. Внутренний маркет игры, где мы можем продавать и семечки, и предметы и так далее. Если мы вобьем вот Cannaboys на маркете элемент, то мы здесь увидим, здесь есть и семечки, и персонажи продаются, вот и уже и горшочки вот новые продаются, и вот лампы и так далее. Ну, здесь нужно как бы разбираться, я не готов вам сейчас ответить, как отличить типа оригинал от неоригинала.
продавать точно можно. Механика же бан будет реализована, скорее всего, февраль-март. Вот примерно такие, ребята, планы. Ссылку на Pancake я добавил уже вот в этот файл, вот видите. CNB Pancake Swap, ссылочка вот здесь будет. Банда, реферальная ссылка тоже здесь. В общем, пользуйтесь, ребята, этим файлом, я буду его ввести. Ссылка на элемент уже давно есть, вот в разделе ссылки плюс BSwap, вот здесь крутим вниз. И вот здесь есть вот ссылка на элемент. Если вы захотите купить или продать какой-то инвентарь, пока не заработал внутренний маркет в Coinbase. Ну что, ребята, в общем, на этом буду заканчивать. Кстати, еще стоит сказать, что ликвидность вот на DEX Tools мы можем увидеть, что 83 тысячи долларов сейчас ликвидность на CNB. Что, в общем-то, довольно-таки неплохо. В общем, проект живой, несмотря на определенные сложности, на тяжелое ныне время, проект продолжает развиваться. Так что вступайте в Telegram, чтобы быть в курсе всех событий. Давайте постараемся вместе как можно больше заработать на этом проекте. Ну и не забывайте, да, про этот файл. Буду вести его оперативно. А на этом все. Всем пока.